Такой домашний сыр получается довольно вкусным и питательным. Так что если вы ни разу не делали сыр самостоятельно, то смело начинайте с этого простого рецепта домашнего сыра из творога и молока. Всех приветствую на моем канале Home Food. Меня зовут Света, и я очень рада гостям. Добро пожаловать! Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Зная, что этот сыр получается очень-очень вкусным, смело удваиваю пропорции всех необходимых продуктов. В подходящую по размеру кастрюлю отправляем 1 кг 200 г зернистого магазинного творога. Жирность творога должна быть не менее 5%. А если варить из домашнего, то это будет самый идеальный вариант. Заливаем творог 1 литром молока. Немного перемешиваем и ставим на плиту. Нагреваем нашу смесь на среднем огне, периодически помешивая. Желательно брать сотейник с толстым дном. В нем точно ничего не подгорит. Как видно, при нагреве поменялся цвет. Это значит, что начала отделяться сыворотка. Даем смеси хорошо нагреться. Проходимся периодически лопаткой по дну, во избежание прикипания. Творог начинает сгущаться и оседать на дно. Доводим содержимое кастрюли до кипения и снимаем с огня. Откидываем теперь на сито. Избавляемся от сыворотки. Если ваше сито с крупными дырочками, застелите его марлей, сложенной вдвое или втрое. И даем минут 5 постоять, пусть стекает сыворотка. Количество сыра будет зависеть напрямую от качества купленного творога. Главный секрет удачного приготовления сыра – это натуральный творог из цельного молока. Если творог качественный и настоящий, то сыра получается соответственно больше. Далее перекладываем творог в жаропрочную чашу. Подсаливаем 2 чайными ложками соли и добавляем 2 столовых ложки сливочного масла. Помещаем будущий сыр на паровую или водяную баню. Помешиваем, масса должна начать плавиться. Еще всыпаем 2 чайных ложки без горки соды. И кого смущают крупные творожные крупинки, тогда пробиваем всю эту красоту погружным блендером. Варим, постоянно помешивая, до тягучей привычной сырной консистенции. Вот и все. Ароматный, вкуснейший домашний сыр готов. Перекладываем его в подходящую форму. Ее предварительно смазываем растительным маслом без запаха. В принципе, сыр уже готов к употреблению, но мы дадим ему полностью остыть и окрепнуть, чтобы потом его аккуратно и без труда порезать на кусочки. Готовится такой домашний плавленый сыр совсем легко и просто. Справится даже неопытная хозяйка. В зависимости от вкусовых предпочтений можно добавить тмин, укроп, перец, вяленые томаты, сухие травы и так далее. Готовьте, не раздумывая. Это вкусно. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!